Доброго всем дня! Сегодня у нас 17 октября 2023 года. Харьков. Я продолжаю свой видеодневник. У нас очень холодно, плюс 6 градусов ощущается как плюс 3, а ночью вообще было плюс 1. В квартире холодно, но я хотя бы протапливаю обогревателем, а Валя даже обогревателем не протапливала. Экономила электроэнергию, и мне кажется, что как следствие Миран заболел, потому что вот эти были перепады, на выходных было довольно-таки жарко, потом в понедельник начался холод, а в квартире очень холодно, если не топить. А отопление до сих пор не включили, но я надеюсь все-таки, что его включат. В общем, Миран заболел, вчера у него было 39,8 уже к вечеру, мы очень испугались, начали давать жаропонижающее. Немного сбилась температура, стала ему полегче, но он лежал просто пластом, ничего не хотел. Ни мультик, говорил, болят глазки, ни сказку слушать не хотел, ничего. Естественно, капризничал, потом еще его стошнило. Но я думаю, что тоже от температуры. Ну, в общем, горло побаливает, кстати, у него. Я не знаю, вирус, не вирус, или переохлаждение, или, возможно, все вместе. Но больше в семье никто не болеет, слава богу. Но ночью тоже давала жаропонижающее, утром давала жаропонижающее, сейчас выбежала быстро в аптеку, и мне надо еще кое-что купить. В общем, когда болеют дети, это самое ужасное. Спасибо всем за слова поддержки в комментариях во вчерашнем дне, во вчерашнем видео. Спасибо вам огромное. Вы всегда поддерживаете очень много людей. В общем, спасибо всем огромное. Сбилась, что хотела сказать, но переснимать не буду. Сегодня прочитала новости мира искусства. Но мне это всегда поднимает настроение. У меня утро у меня начинается с чашки чая и новости мира искусства, иначе можно сойти с ума. В общем, женщина в Полтавской области нашла у себя во дворе старинный дукач. Можете себе представить, просто вот так вот во дворе найти старинный дукач. Кто не знает, что такое дукачи, это такие шейные украшения 18-19 века. Они сделаны из монет ювелирами. И сверху такой бант еще делался, инкрустировался камнями. И, в общем, это все носилось такое традиционное украинское украшение. Сейчас скажу, какой области. Но это было преимущественно Приднепровье, территории Приднепровья и Полтавщина. Вот и Полтавщина как раз, где эта женщина его и нашла. Из чего делались дукачи, тоже кто не знает, сейчас расскажу. Из монет австрийских, из монет Российской империи, медь, серебро, ну и в идеале золото. Когда-то мне встречался дукач, очень редкий, золотой, 18 века, из золотой монеты Елизаветинской. Представляете? Даже не Екатерининская, а Елизаветинская. Ну, в общем, очень-очень-очень хороший был дукач. Ну так, вернемся к нашим баранам, да? Женщина нашла этот дукач и понесла на Покрова в музей. То есть 14 числа на Покрова как раз она отнесла его в музей, и это было очень здорово. Вот бывают же в наше время такие добрые, хорошие люди, которые носят вещи в музей. Я всегда за. Ну, сейчас я не знаю, у нас музей закрытый, сейчас у нас уже, по крайней мере, в Харькове в музей, наверное, не отнесешь, но в Полтавской области, в Полтаве можно. Я думаю, у них музеи сейчас работают. Мне так кажется, если у нее приняли. Так что вот такая вот интересная история, да, такую находку обнаружить у себя во дворе. Что вы думаете по этому поводу? Вторая тоже новость. Помните, неделю назад, а может быть чуть больше, я показывала, как мне принесли на барахолке петуха Васильковского керамико-художественного завода. Красивого петуха 60-х, 70-х годов. И, ну, который еще, я вам рассказывала его историю, да, что вот с Бородянки петух с разрушенного дома. В общем, такого точно петуха, как недавно мне попался, установили на входе в одном из киевских краеведческих музеев. И вот так вот он теперь стоит на входе, накрытый стеклянным таким кубом, как в стеклянной витрине. В общем, кто спрашивал,
Ну, в общем, можете погуглить про этого петуха, чтобы я вам долго не занимала время, не рассказывала. Вот такие вот новости с мира искусства. Ну, а у нас что? Сейчас я побегу. Один комментарий такой сегодня меня рассмешил очень сильно. Пишет человек: рой уже землянку поскорее, потому что вам не выжить, выкапывай землянку, вот там выживешь, бери свечки, спички, идите туда жить прямо сейчас. А другие пишут: отопление вам никто не включит, забудьте, замерзнете холодной, голодной смертью. Ну, не старайтесь, не пишите, меня это абсолютно никак не пугает, не расстраивает. Я даже комментарии, наверное, такие перестану удалять и блокировать. Мне все равно, меня это смешит. В 2023 году рой землянку, это, конечно, интересные люди. Мне вот просто интересно, это боты или это реальные люди, которые живут, существуют, приходят в свою теплую квартиру, в которой есть отопление, в которой есть свет, газ, и все отлично. Берут чашку горячего чая, либо кофе, целуют там свою жену, мужа, не знаю, кто это пишет, детей, внуков. А в общем, все хорошо и прекрасно. Садятся, укутываются теплым пледом, садятся на диван и начинают писать комментарии. Когда же вы замерзнете от голода и холода? Мне просто, ну честно, я когда себе это все представляю, я думаю, либо людям не хватает какого-то адреналина, и для них это действительно шоу, такое шоу «Последний герой, последний выживший», либо, я не знаю, как это еще назвать, но, в общем, я не обращаю уже на это внимания никак. Все будет хорошо, я даже в этом не сомневаюсь. Главное, берегите себя, не болейте, потому что вот сейчас, к сожалению, Амирашка заболел. Ладно, я побегу. Друзья, не забывайте под видео поставить лайк, подписаться, хотя это сложно, да, под сегодняшним видео. Подписаться на канал, кто еще не подписался, мне будет приятно, хотя бы, что я делаю все не зря. Всем хорошего, доброго, тихого дня, хорошего настроения, мирного неба, крепкого здоровья. Ну и помните самое главное, что все войны заканчиваются миром. Бедный мальчик, он заболел, у нас температура вообще, да? Теперь, говорит, болит глаза смотреть даже мультик. Давайте почитаю что-нибудь, сказочку. Будем? Температура поднялась 39, глаза болят. Мы выпили лекарства от температуры. У тебя и горло болит, да? Горло болит, Амиран? Болит горло? Болит горлышко, бедный мальчик.